Катя, ты готова к нашему первому полету на воздушном шаре? Да, Миша, я немного волнуюсь, но очень рада. Я тоже немного переживаю. Скажи, тебе не холодно? Нет, погода отличная. Я взяла легкую куртку, на всякий случай. Правильно, наверху может быть прохладнее, чем на земле. Посмотри, какие красивые облака вокруг нас. Да, мы уже высоко. Видно даже горы и поля. Какой необычный вид. Все такое маленькое снизу. Ты знаешь, как работает воздушный шар? Кажется, внутри большая горелка греет воздух, верно? Да, горячий воздух поднимает шар выше в небо. А если воздух станет холодным, шар опустится вниз? Точно. Пилот может управлять высотой, меняя температуру. Какая интересная система! Это похоже на огромный чайник. Да, только чай мы тут не сварим. Скажи, это безопасно? Я немного боюсь высоты. Не волнуйся, Катя. Корзина крепкая, а пилот опытный. В России есть традиция пить шампанское после первого полета. Правда? Я этого не знала. Надо будет попробовать. У нас все хорошо. Смотри, ни ветра, тихо и спокойно. Да, только иногда движение воздуха чувствуется. Ты видишь ту деревню внизу? Может, это пригород Москвы? Возможно. Здесь прекрасные сельские пейзажи. Мне кажется, деревья выглядят как игрушечные отсюда. Я всегда хотел увидеть мир с высоты птичьего полета. Теперь мы как птицы. Только не надо взлетать выше облаков. Согласен. Так красиво, что хочется фотографировать все вокруг. Сделаешь мне фото на память, Миша? Конечно! Улыбайся! Этот день мы запомним надолго. Спасибо. Я думаю, это лучшее приключение этим летом. Я рад, что мы решились. Это действительно захватывающе. Обязательно расскажу обо всем своей маме. Смотри, что я нашел сегодня утром. О, это старый ключ? Где ты его нашел? Он был в старой коробке на чердаке у меня дома. Как интересно. Ты знаешь, от чего этот ключ? Нет, совсем не знаю. Может, от старого шкафа? Может быть. Ключ очень необычный. Красивый. Да, он тяжелый и немного ржавый. Покажи поближе, пожалуйста. Вот, держи. Видишь, какие узоры? Да, может, это семейная реликвия? Возможно. У нас дома много старых вещей. А твои родители что-нибудь знают об этом ключе? Я еще не спрашивал их. Думаешь, стоит? Конечно. Может, они помогут узнать историю ключа? Хорошая идея. А ты когда-нибудь находила такие вещи? Однажды
Я нашла старую монету в саду у бабушки. Мы потом читали про нее в интернете. А этот ключ похож на ключи из старых русских замков. Да, правда. В музее я видела похожие ключи. Интересно. А вдруг он открывает секретную комнату? Это будет как в фильме. Хотелось бы узнать. Я люблю загадки. Эта история — загадка для меня. Можно попробовать найти замок у тебя дома. Да, но дом уже не такой старый. Все модернизировано. Но, может, где-то остался старый сундук. Ты права. Я поищу на выходных. Знаешь, в старину ключи делали вручную. Кузнецы. Правда? Это очень интересно. Не знал об этом. Каждый ключ был уникальным и красивым. Может быть, это тоже сделали специально. Потом обязательно расскажи, если найдешь ответ. Обязательно. Спасибо, что помогла подумать. Пожалуйста, мне было очень интересно. Иван, почему ты всегда так рано приходишь на вокзал? Аня, я просто люблю приезжать заранее, чтобы не спешить. Но ведь у нас много времени. Поезд через 2 часа. Я знаю, но мне спокойнее, когда все под контролем. Ты боишься опоздать. Да, немного. В детстве я однажды опоздал на поезд. С тех пор я прихожу заранее, чтобы не нервничать. Это понятно. Но разве на вокзале не скучно ждать? Мне нет. Я люблю смотреть на людей и поезда. Иногда вокзалы очень красивые. Например, здесь. Да, московский вокзал в Петербурге мне тоже нравится. Аэропорты. Для тебя такие же? Да, я и в аэропорт всегда приезжаю заранее. А если пробка на дороге? Вот поэтому я ухожу раньше. Лучше подождать, чем опоздать. Есть такой русский пословица: «Поспешишь, людей насмешишь». Точно. А еще говорят, тише едешь, дальше будешь. У меня однажды был стресс, мой рейс задержали на час. Вот видишь, если приходишь рано, есть время спокойно ждать. А чем ты обычно занимаешься во время ожидания? Читаю книгу или слушаю музыку. Иногда пью кофе. Ты берешь с собой перекус? Да, и иногда бутерброды или яблоко. А ты? Я люблю брать чай в термосе, особенно зимой. Это хорошая идея. Тоже так попробую в следующий раз. Кстати, в некоторых вокзалах есть бесплатный Wi-Fi. Да, удобно для путешественников. Можно работать или отдыхать. А ты всегда так организован? Даже в других городах? Стараюсь. Мне важно быть пунктуальным. Я иногда забываю о времени и прихожу в последний момент. Главное — найти свой ритм. Я просто люблю спокойствие. Спасибо. Теперь я понимаю твою точку зрения.
Пожалуйста, Аня. Может, попробуешь так же в следующий раз? Привет, Иван! Рада тебя видеть. Привет, Анна. Спасибо, что пригласила. Заходи, пожалуйста. Раздевайся и снимай обувь. Конечно. У вас всегда так принято? Да, мы всегда снимаем обувь дома. Интересно. В моей семье тоже так делают. Мне кажется, это удобно и чище. Согласен. Грязь с улицы не попадает в квартиру. Ты знаешь, в некоторых странах не снимают обувь. Правда? Например, где? Например, в Италии или Америке часто ходят в обуви дома. Мне было бы странно так делать. Мне тоже. Я люблю ходить в тапочках. А у тебя есть тапочки для гостей? Да, конечно. Вот, возьми, если хочешь. Спасибо. Очень удобно. А в школе вас учили снимать обувь? Да, мы всегда переобувались в сменку. У нас тоже. Это очень по-русски. Я заметил, что у входа всегда коврик. Да, мы вытираем ноги, чтобы пол был чистый. Некоторые гости иногда забывают разуться. Бывает. Тогда я вежливо напоминаю. Ты всегда так спокойна. Молодец. Спасибо. Чистый дом — моя маленькая радость. А как у тебя дома мама поступает? Мама? Строго. Она сразу говорит: разувайся. У нас похоже. Бабушка даже ставит коробку для обуви. Это хорошая идея. Так удобнее. А ты знаешь пословицу «Где чисто, там и приятно»? Да, моя бабушка часто так говорила. Видишь, хорошие привычки объединяют людей. Согласна. Приятно, когда гость понимает. «Привет, Оля! Ты уже ждешь меня на парковке?» Да, Дим, я стою возле твоей машины. Ты где? Я опять забыл, где припарковался. Это ужас. Опять? Это уже не первый раз, правда? Да, всегда забываю. Большие парковки для меня кошмар. Ты просто не запоминаешь номер ряда? Стараюсь, но сразу забываю. Все кажется одинаковым. Я всегда смотрю на вывески или запоминаю цвет стены. Хорошая идея. Я обычно спешу и не думаю об этом. Может, сделай фото парковки на телефон? Иногда так делаю, но потом не смотрю фото. Пойми, телефон может спасти тебя. Попробуй еще раз. В следующий раз обязательно попробую. А если бы у тебя была яркая машина, было бы легче? Наверное, да. Ну, моя машина серая, как все остальные. В Финляндии часто видела разноцветные машины для парковки. Интересно. У нас почти все машины серые или черные. Бывает, что люди теряются на парковках целый час.
Ого! Я максимум искал 15 минут. А в торговых центрах есть специальные приложения. Серьезно? Я не знал про такие приложения. Можно записать место парковки или даже поставить точку на карте. Тогда я точно не забуду. Спасибо за совет. Не за что. Просто немного внимания, и все получится. Ты всегда так практична, Оля. Завидую. Спасибо, Дима. Просто я сама раньше путалась. А сейчас даже на велопарковке ничего не забываю. А ты часто приезжаешь сюда на машине? Да, почти каждую неделю. Привыкаю к большим парковкам. Ну вот, нашел тебя, Оля. И свою машину тоже. Молодец, Дима. Теперь не забудешь, где она стоит? Постараюсь. Буду использовать твои советы. Отлично. В следующий раз будет еще проще. Спасибо, Оля. Теперь я уверен, что справлюсь. Вперед, Дима! Большие парковки теперь не преграда. Здравствуйте. Я хочу арендовать каяк. Можно? Здравствуйте. Конечно. Вы катались на каяке раньше? Нет, это мой первый раз. Я немного волнуюсь. Не переживайте, я все объясню. Как вас зовут? Меня зовут Алексей. А вас? Меня зовут Ирина. Очень приятно. Алексей. Спасибо, Ирина. Здесь безопасно кататься? Да, наш маршрут очень спокойный, без сильного течения. Мы даем спасательный жилет и весло. Все включено. Хорошо. Сколько длится прогулка на каяке? Обычно час или два. Это зависит от вас. Можно ли сделать остановку и поплавать? Да, есть несколько мест для отдыха и купания. А сейчас хорошая погода для каяка. Сегодня идеальная погода. Солнце и тихо. Когда бывает сезон каяков? Обычно с мая по сентябрь. Как раз сейчас. Сколько стоит аренда на час? 500 рублей за час. В цену входит все оборудование. А нужны ли особые навыки, чтобы кататься? Нет, многие учатся за 10 минут. Я помогу вам. А что делать, если каяк перевернется? Не переживайте. Жилет держит вас на воде. А еще я всегда наблюдаю за клиентами с берега. А много людей катаются здесь? Да, особенно по выходным. Дети и взрослые любят каяки. Я читал, что в Карелии каякинг очень популярен. Да, там очень красивые озера и реки для каякинга. Можно ли взять каяк одному? Да, но если хотите, могу найти попутчика. Спасибо, но я попробую сам. А вот ваш жилет и весло. Оденьте жилет, пожалуйста. Спасибо. Как правильно держать весло? Я покажу вам. Вот так удобнее всего грести.
Спасибо большое, Ирина. Я готов попробовать. Отлично, Алексей. Желаю вам приятного путешествия. Какой красивый вечер сегодня, Дима. Да, Аня, небо такое ясное. Все видно отлично. Я так люблю летние ночи. Звезды особенно яркие. Хорошо, что мы взяли телескоп. Он нам пригодится. Помнишь, как в детстве искала большую медведицу? Конечно. Я всегда путал ее с Кассиопеей. А сейчас ты их отличаешь? С телескопом, да. Вот, посмотри. Видишь там? О, да. Смотри, какой красивый Млечный Путь. Говорят, в деревне звезды видно лучше, чем в городе. Правда, здесь нет ярких фонарей, настоящая темнота. Давай укроемся пледом. Так теплее будет. Спасибо. Плед очень теплый. Ветер прохладный. Я налил чай в термос. Хочешь немного? Да, с радостью. Чай с медом, как в детстве. А еще я взял печенье. Попробуй, они вкусные. Спасибо. Обожаю такие вечера. Тишина и уют. Ты знаешь, летом иногда видно падающие звезды. Точно. Можно загадать желание, если увидишь одну. Я всегда загадывал желание, когда был ребенком. Я тоже. Давай посмотрим. Может, нам повезет сегодня. Аня, посмотри влево, там движется что-то быстрое. О, кажется, это спутник. Они летают очень быстро. Интересно, сколько звезд на небе? Наверное, миллионы. Ученые говорят, что это даже больше 100 миллиардов. Удивительно. Какие мы маленькие во Вселенной. Смотри, кто-то смотрит на нас из темноты. Это ежик. Не бойся. Он просто ищет еду. Как мило. Даже животные любят ночи на природе. Аня, давай сделаем фото на память об этом вечере. Отличная идея. Пусть этот момент останется навсегда. Готово. Теперь у нас есть фото под звездным небом. Здравствуйте. Меня зовут Марина. Добро пожаловать на аэродром. Здравствуйте, Марина. Меня зовут Алексей. Очень приятно, Алексей. Это наш главный ангар. В нем хранятся небольшие спортивные самолеты. О, я вижу несколько самолетов снаружи. Это частные? Да, некоторые частные, другие принадлежат клубу. А сколько самолетов всего у аэродрома? В нашем клубе сейчас 10 самолетов. Здорово. Здесь только спортивные самолеты? В основном, да. Еще есть учебные для начинающих. Можно учиться летать здесь? Конечно, у нас есть аэроклуб и опытные инструкторы. Обучение длится около полугода для первой лицензии. Интересно.
А сколько стоит обучение? Полный курс стоит примерно 100 тысяч рублей. Это дешевле, чем я думал. А инструктаж есть на русском? Да, все занятия проходят на русском языке. Сколько лет работают ваши инструктора? У наших инструкторов стаж не меньше 10 лет. А какой самый старый самолет здесь? Вот тот желтый Як-18, ему уже почти 50 лет. Вау! Он все еще летает? Да, мы его бережно обслуживаем и иногда используем. Многие фотографы любят этот самолет за стиль. Я раньше никогда не был на аэродроме. У нас часто проходят экскурсии для гостей. В выходные дни даже бывают показательные полеты. Можно ли посмотреть на кабину самолета поближе? Да, конечно. Пойдем к синему самолету. Это Цесна. Вы знали, что первая Цесна была выпущена в 1927 году? Нет, не знал. Звучит интересно. А вам самой нравится летать? Очень. Летать — это чувство свободы. Я летаю уже 7 лет. Если захотите, могу позже записать вас на пробный полет. Спасибо большое. Было бы здорово попробовать когда-нибудь. Какой красивый вечер сегодня. Ты рад смотреть фильм на улице? Да, Ольга, очень рад. На свежем воздухе все интереснее. Я согласна, Виктор. Здесь так уютно, с пледом и креслами. Плед очень теплый. Хорошо, что ты взяла его с собой. Спасибо. Вечером бывает прохладно. Лучше подготовиться. А ты знаешь, какой фильм будут показывать сегодня? Да, новая комедия. Должно быть весело. Ты любишь комедии? Да, люблю. Особенно если актеры известные. Сегодня в фильме играет Сергей Безруков. Его знают многие. О, правда? Я его видел в сериале «Бригада». Да, он много где снимался. Мне нравится его игра. Кстати, я принес попкорн. Хочешь немного? Хочу. Еда делает просмотр фильма еще приятнее. Еще у меня есть сок и яблоки. Если захочешь, бери. Спасибо, Виктор. Очень заботливо с твоей стороны. Не за что. А ты принесла что-нибудь вкусное? Я приготовила бутерброды с сыром и колбасой. Отлично. Я их очень люблю. Особенно с черным хлебом. У меня как раз черный хлеб. Все по-русски. Супер! Настоящий русский ужин и кино на свежем воздухе. Ой, смотри, бабочка. Она летает рядом с нами. Какая красивая! Я слышал, бабочки иногда символ счастья. Да, и говорят, что если бабочка сядет на тебя, это удача. Интересно. Может быть, нам сегодня повезет. Уверена, что да. Все такое приятное вокруг. Вон, экран уже включили. Скоро начнется фильм. Я уже в предвкушении.
Давно не была на таких показах. Я тоже. Первый раз смотрю кино прямо под открытым небом. Это похоже на традицию летних вечеров в Петербурге. Да, там часто проходят такие мероприятия в парках. Жду, когда все начнется. Спасибо, что пригласил меня, Виктор. Пожалуйста, Ольга. Мне очень приятно проводить вечер с тобой. Иван, смотри, сколько разных бассейнов здесь. Да, Оля, я не знал, что выбор такой большой. Как думаешь, какой размер нам подойдет? Может быть, вот этот? Его длина 2 метра. Он кажется широким, да и материалы разные. Этот сделан из плотного винила. Виниловые бассейны дольше служат. А этот голубой легче, наверное, проще мыть. Правда. Но прочный материал важен для детей. Ты прав. А как по-русски патчкит? Это называется ремонтный набор. Удобно, что у бассейна есть клапан для воды. Сливать воду станет проще после каждого использования. А где мы его храним зимой? На балконе? Лучше хранить дома, чтобы не испортился. Мне нравится этот с рисунком рыбок. Он напоминает мне лето на даче. Детям такой бассейн точно понравится. Смотри, тут написано «легко складывается». Это хорошо. Значит, не займет много места. Что пишут про уход за бассейном? Нужно мыть мыльной водой и тщательно сушить. Можно ли использовать его на траве? Тут советуют подложить специальный коврик. Кстати, в России такие бассейны популярны летом. Я думаю, этот квадратный вариант нам подойдет. Он вместительный и не слишком дорогой. Давай возьмем его. Я помогу нести коробку. Давай, спасибо. Дома попробуем его надуть. Да, и дети будут очень рады. А ты умеешь надувать? С насосом, да. Руками будет долго. У нас есть насос, так что все получится. Хорошо. Пойдем на кассу? Пойдем. Сегодня будет хороший день.